В этом ролике немного разберемся с сериалом от Netflix под названием «Архив 81» и распутаем клубок. Постараемся лучше понять некоторые детали и внести ясность в определенные моменты истории. Поэтому, если вы не видели сериал, не смотрите это видео, так как оно будет раскрывать сюжет и концовку. Итак, сериал «Архив 81». Он создан в поджанре Found Footage, это найденная пленка, основанная на реальном подкасте с точно таким же названием, в котором повествуется о человеке, занимающемся восстановлением пленок пропавшего оператора этих самых ранее упомянутых кассет. Есть персонаж по имени Дэн, который работает в музее и который занимается восстановлением поврежденных в пожаре пленок из здания, которое носит название Висер. Эту работу ему дал мужчина с фамилией Девенпорт, основатель компании под названием Wellspring, основная цель которой помочь родственникам найти друг друга. Он нанял главного героя, чтобы тот восстановил содержимое поврежденных записей, дабы идентифицировать всех тех, кто погиб при пожаре в ранее упомянутом здании. Но это оказалось ложью, и Девенпорт, а также его брат оказались лидерами сектантского культа, задача которого состояла в том, чтобы привести в этот мир демона или бога по имени Коллего. Нанять Дэна у Девенпорта удалось, так как тот знал, за какие ниточки нужно дергать, чтобы тот согласился на работу. А еще у главного героя похожая судьба с людьми, которые утратили родных во время пожара в здании Висер. Когда Дэн был мал, он потерял свою семью в пожаре, его родной дом сгорел. Главный герой в каком-то смысле отшельник по современным меркам, ведь у него нет никаких социальных страничек и вообще он старается соблюдать цифровую гигиену, чтобы вообще никакой информации о нем не было в сети. Я тоже ничего на тебя не нашел. Мне дорога приватность. Архивное здание, которое находится где-то на отшибе, становится идеальным вариантом для него, чтобы уединиться и не испытывать при этом дискомфорта. Когда Дэн погружается в работу, очищая и восстанавливая обгоревшие кассеты от сажи и влаги, он сталкивается с чем-то более зловещим. Просматривая пленку, он знакомится с историей Мелоди. Это девушка, которая запечатлела здание Висер, а также и Сэмюэля, основателя сектантского культа. Мелоди бросила ее мать, когда та была ребенком. История кометы Харон. По данным из сериала, комета под названием Харон каждые 70 лет проносится через внутреннюю область нашей Солнечной системы, и в течение нескольких недель ее можно видеть с нашей планеты Земля. Затем она затухает и исчезает, пропадает из поля зрения. Название Харон дано в честь лодочника Аида, который перевозит души умерших через реку Стикс в загробный мир. По легенде считается, что миллионы лет назад кусок от кометы отвалился и рухнул на поверхность Земли. И когда комета пролетает нашу Солнечную систему каждые 70 лет, стена между мирами истончается и становится возможным призвать Коллего. Кто такой Коллего? Коллего впервые появляется, когда Мелоди видит его статую во время тайного ритуала, за которым она наблюдает в подвале дома Висер. Жильцы дома являются членами культа и молятся Коллего, которого они называют богом из другого измерения. Цель культа в конце концов раскрывается. Это объединение мира с царством их бога, породив совершенно новое измерение. Одним словом, Коллего символизирует альтернативную реальность, а его последователей привлекает идея жизни в совершенном идеальном мире, которым правит новый бог. Помимо статуи, которая неоднократно встречается и изображает бога в сидячей позе, мы также видим его на страницах древнего текста, который Мелоди находит в кабинете отца Руссо. Таким образом, становится ясно, что Коллего относительно известная личность в мире архива 81. Однако, что возможно сложнее расшифровать, так это то, является ли Коллего богом или демоном. Примечательный факт, что все смерти и разрушения вызваны последователями этого культа, а не самим сверхъестественным существом. Коллего бог или демон? Как выяснилось, Коллего это и бог, и демон. Точнее, согласно тому, что Мелоди читает в древнем тексте, Коллего полубог, полудемон. Это придает интересный поворот всему повествованию, поскольку делает выбор стороны еще более двусмысленным. Конечно, Мелоди и Дэном движут личные мотивы, и Коллего преследует их в основном из-за действий последователей этого сверхъестественного существа.
Однако трудно сказать, насколько добрым или злым является коллега в общей схеме вещей. Это еще больше затрудняет выяснение того, кто прав: Бальдунг, выступающий против коллега, или культ, поддерживающий полубога. При этом внешность коллега безусловно чудовищна. Не приводя слишком много сравнений с убийственными титульными антагонистами из фильмов «Хищник» или «Пришельцами из Дня независимости», коллега выглядит определенно зловеще. Не помогает ему и то, что он появляется сквозь белый шум телевизионного экрана, а в какой-то момент даже начинает выползать из него. Таким образом, с точки зрения двух главных героев Дэна и Мелоди, коллега – это однозначно демон. Однако, поскольку они только знакомятся с его миром, есть шанс, что со временем проявятся и положительные стороны этого существа. Ковен ведьм Бальдунг. Ковен – это традиционное обозначение сообщества ведьм, которые регулярно собираются для совершения обрядов на ночной шабаш. В средние века ковен ведьм Бальдунг собирались вместе, и они нашли способ, чтобы заключить эту сущность коллега в статуи, и применили все возможные заклинания магические силы, чтобы не дать ему из нее выбраться. Нас также знакомили с 1924 годом и тем ритуалом по призыву демона, который организовала женщина по имени Ирис. Она воспользовалась спиритической фотосессией, чтобы запечатлеть присутствие коллега. Также ритуальный сосуд в виде статуи коллега является распространителем опасной и заразной черной плесени, которая обладает галлюциногенными свойствами. Почему мать бросила Мелоди? Как стало известно в ходе протекания сюжета, это произошло потому, что та является наследницей ведьм, и в ней течет кровь Бальдунг. Особенность этих ведьм в том, что с помощью своей крови они могут наполнить чашу и стать проводником между мирами для призыва и бога, и демона по имени коллега. Мать оставила ее в церкви, чтобы девочка прожила нормальную жизнь и не стала инструментом в руках сектантов. Как Дэн и Мелоди могли связываться и общаться? Помимо галлюциногенных свойств плесени, влияние которой испытывает главный герой, и перед ним возникает образ Мелоди из 90-х годов, с которой он может общаться, эта черная плесень также обладает и магическими свойствами, что и позволило главному герою воздействовать на прошлое, где было наиболее четко показано в момент совершения спиритического сеанса. Также плесень дает связь с иномирьем, где могут быть заключены другие личности, которые связываются с последователями культа, как та же Ирис, которую постоянно рисовала на стене подруга Мелоди. Что такое иномирье? Иномирье – это карманное измерение между нашим миром и миром коллега. Нам, зрителям, он может показаться формой путешествия во времени, но это не так. Это больше напоминает лимб, где можно навечно застрять, подавшись на уловки коллега, который облачает и воплощает все наши самые сокровенные тайны, мечты и желания – воссоединиться с семьей, с утраченным ребенком или с любимым человеком. На каком языке говорит культ? Сценаристы работали с консультантом по языкам, чтобы создать оригинальный язык, на котором пишут и говорят члены культа в сериале. В конечном итоге консультант придумал совершенно уникальный диалект, который он записал для актеров и создал для него собственный алфавит. Что за мелодия у культа? Навязчивая мелодия Виссер, которую мы слышим на протяжении всего сериала, с самого начала была важной частью истории. Композиторы Джефф Барроу и Бен Солсбери были вовлечены в творческий процесс с самого начала. Изначально мелодия должна была иметь текст, но в итоге получилась более простой и примитивной, с дыхательным паттерном. Было создано множество вариантов песни, от фортепианной версии до музыкальной шкатулки и джазовой версии. Это оригинальная мелодия, созданная специально для сериала. Коллега реален? По словам создательницы архива 81 Ребекки Зоненштейн, коллега не основан ни на чем, кроме выдумок из ее головы. Нет никаких записей о ковене Бальдунгов, который борется с обществом ВОСа, чтобы удерживать коллега в заключении. Название, вероятно, происходит от имени художника Ганса Бальдунга, который часто изображал ведьм и спиритизм в своих художественных работах.
Существовал ли подобный культ в реальной жизни? Архив 81, как бы то ни было удивительно, не является подлинной историей, однако некоторые материалы взяты из реальной жизни. Общество ВОСа, хотя и не является реальным, имеет бесконечное количество источников для вдохновения. Нью-Йорк и сам штат Нью-Йорк в целом на протяжении десятилетий был очагом мистицизма и сверхъестественной духовности, являясь домом для таких практик, как спиритические сеансы, чтение Таро и с течением времени многочисленных культов и тайных обществ. Верования общества ВОСа, связанные с кометой Харон, также близко отражают верования культа Небесные Врата, которые в 1997 году совершили массовый суицид, веря, что комета освободит их тела и перенесет в новый мир. Чем вдохновлен сериал? В дополнение к оригинальному подкасту «Архив 81 Found Footage», который в некоторой степени вдохновил сериал, шоу опирается на основополагающие триллеры ужасов и параноидальные картины, такие как «Сияние», «Суспирия» и «Ребенок Розмари». На самом деле в сериале Netflix можно увидеть пасхалки и отсылки из «Ребенка Розмари» и «Соляриса Тарковского». Даже в одной из сцен создатель подкаста упоминает его фамилию. Живешь в аквариуме? Я думал, ты отключил все это дерьмо. И все камеры круглосуточно крутят Тарковского. Культовые классические телесериалы, такие как «Секретные материалы», «Твин Пикс» и «Грань», также послужили источником вдохновения помимо ранее упомянутой реально существовавшей секты, совершившей суицид. Я постарался ответить на вопросы, которые возникли по ходу просмотра и по завершению сериала «Архив 81». Поделитесь в комментариях впечатлениями от сериала, возможно, вы заметили еще какие-то интересные детали и факты, а также могли остаться еще какие-то неясности касательно сюжета и истории, на что с удовольствием постараемся ответить и, возможно, разгадать еще одну загадку. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео с канала. А на этом все, спасибо за просмотр, до встречи, пока.